Новость, которую я, честно говоря, надеюсь, что вы мне будете помогать в комментариях, потому что я вообще в этом не очень сильно понимаю. Я вообще не хочу разбираться там, где все ломают. Я не знаю, зачем надо ехать на машине по какой-нибудь улице, на которой какая-то культурная традиция лупить ломом, например, по этой машине. Ну, допустим, купить очень дорогую машину, ехать по такой улице довольно глупо. Поэтому, если где-то что-то запрещают, я стараюсь оттуда просто уехать. Ну, на кой черт мне бороться, придумывать как-то. Но если кому-то надо, я к чему это веду? Потому что новость, скорее всего, важная, но не судите строго, если я чего-то просто не пойму. Новая методичка Минцифры фактически обязывает компании предустанавливать в свои приложения шпионские модули, ну в кавычках, ну наверное какие-то модули, которые могут быть шпионскими для контроля VPN. Из-за этого их могут удалить с маркетплейсов, говорит эксперт. Так, надо расшифровывать. О новых методических рекомендациях ведомства стало известно в конце прошлой недели. Как писало издание РБК, в них Минцифры фактически признала неспособность выявления VPN на устройствах iPhone из-за особенностей операционной системы iOS. Ну, iPhone для того и был создан, чтобы какая же рожа туда не лезла, ничего не могла оттуда выводить, насколько я понимаю. Ответственность за контроль использования VPN-сервисов ведомство решило... Еще раз, да, я на всякий случай, если кто-то не понял, iPhone он создан для максимальной безопасности. Он, кстати говоря, не самый любимый людьми, которые любят, что в телефоне много было всякого фарша. Молодежь вообще, по-моему, не особенно залипает на... Ну, если только не какие-то странные девушки силиконовые, которые живут со всякими дедушками. Я про нормальную молодежь, они как раз предпочитают там другие гаджеты, и они не любят, ну вот то, что мне попадалась такая информация, iPhone для них, ну как-то, это понт бессмысленный, потому что там много всего интересного туда, и ну все то как-то с ним сложнее. Ну, опять же, могу ошибаться, поправляйте, если что. Ответственность за контроль использования VPN-сервисов ведомство решило переложить на российские компании, методичку получили, например, Сбер, Яндекс, ВК, Wildberries, ну, короче, список тех, с кем лучше вообще дела не иметь. Это мое мнение, ну, просто там от Wildberries трупами разит, я не знаю, Яндекс, просто от него трупами разит, я бизнесом занимался, когда еще только появлялись Гуглы и Яндексы. И я просто помню, как в Яндексе можно было любую рекламу дать, лишь бы платил, в то время как в Гугле уже было... рейтинг по зрительскому вниманию, а Яндекс, ну, просто со словом... продажного тела не будем его ассоциировать, но где-то близко. Тем не менее, Сбер, глава которого высказывается, что люди не должны себя самоидентифицировать, чтобы ими можно было управлять. Вообще, это подбор, тут про каждого сразу что-то вспомнишь. Озон, Авито, ну не хотел бы я, короче, в этом ряду оказаться, мне кажется, они друг друга пачкают. И с ними встанешь, что жизнь пачкаешься. Но это мое мнение, можете поспорить, если вы как-то другой опыт имеете. Им поручили до 15 апреля ограничить доступ к своим сервисам через VPN. Вот, ну я уж высказывал, просто уже было это такое развитие, видимо, новости про Wildberries. Они коммерческой площадкой, они даже первые, кто должны встать в стойку. Но они встанут в стойку, но в какую-то, возможно, в приличном обществе об этой стойке не говорят вслух. Как в анекдоте про поручика, да, 25. Ах, поручик, шлепом ему по щеке. За что? Да, ну, то есть мы рассказываем, мы все анекдоты перерассказывали, просто раздали им номера. И поручик такой, 25, бум ему пощечину. За что? Ну, в приличном обществе такие анекдоты не рассказывают, да? Ну, что-то в этом роде, короче говоря. То есть, Wildberries, пусть у нас будет бизнес номер 25. Там трупами разит. В противном случае им пригрозили потери IT-аккредитации и исключением из белых списков. Ну, как можно пригрозить IT-аккредитации исключением из белых списков? Ну, короче говоря, ну, значит, они из себя ничего не представляют, как коммерческие площадки. Ну, потому что, ну, кстати говоря, вот Wildberries, нет, или какой-то другой, ну, многие распространяются и по миру начинают развиваться. Их не должно это пугать, если только, еще раз, если все это не дутое. Ну, кстати говоря, вот не буду забегать вперед, время покажет. По идее, ну, ведь были же банкиры, бизнесмены, которые, там тот же Тинькофф, который с властью, конечно же, дружил, да по-другому нельзя было, с 90-х даже где-то, с 90-х, 92-й, 93-й уже шла информация, что банк невозможно было зарегистрировать, если у тебя нету резолюции, либо ты бывший должен быть ФСБшник, КГБшник, либо у тебя должна быть рекомендация от подобного товарища. Вот, так что там все это завязано, понятное дело, но все равно, да, человек, у него есть своя жилка, например, коммерческая, и Тинькофф постарался оборвать эти связи, почему? Потому что он может дальше развиваться, он умеет это делать, развивается, сохраняет какие-то свои
находки. Это не как тот, кто роет только ресурсы, плавает на яхте, как какой-нибудь, да, я его называю узбекский Д'Артаньян, там, распухший, сам себя шире, как эта яхта выдерживает. Да, но он ничего нового не создает. То есть у него просто бизнесов нет, кроме одного. Тащите и вкладывать себе в карманы. Да, ну, там какие-то рестораны открывать, но это бизнесом очень относительно называется, если ты не повар. И на него, на Усманова посмотришь, скорее решишь, что он повара съел, чем то, что он может поделиться каким-то рецептом тайным, у которого нет у других ресторанов. Да? То есть жилка своя должна быть, уникальность. Да, вот с уникальностью таких очень мало, но тем не менее все равно они такие могут быть. Так что не знаю, я к чему? К тому, что, может быть, Валберы себя покажут, скажут, ах так, Россия нас обидела, пойдут по всему миру больше, чем Макдональдс сделают, может быть, да, то есть разовьют свою марку. Не знаю. Посмотрим. Не хочу забегать вперед и кого-то прям уж так уж обижать. В противном случае им пригрозили проверкой. Ну, пригрозили. Вы по-другому не умеют. Вы все время грозят. Вот меня это страшно. Я не люблю, когда мне грозят. И причем я не собираюсь кого-то оскорблять, я тут же разворачиваюсь и ухожу. Вот и посмотрим. Тот, кому пригрозили, и он такой, ладно, это нечисть. Для меня это ничтожество. Либо ты дерись тогда, либо уходи. Потому что пригрозят это унижение. Особенно для бизнеса, особенно который изображает из себя, что он свободный бизнес, талантливый. А по сути, распоряжение Минцифры предписывает компаниям внедрять в свои приложения шпионские модули, которые будут отслеживать активность пользователя, чтобы они сливали пользователя. Все, ну вот это важный момент. Обращает внимание киберадвокат Саркис Дорбинян. Есть даже, цитата, есть также большие сомнения, что Google и Apple оставят в своих каталогах подобные приложения. Последствия могут включать в том числе удаление приложения по всему миру, включая российские маркетплейсы и отзыв лицензии разработчиков. Ну, короче говоря, что это как себе чип какой-то внедрить на уничтожение, да? Если я правильно понял, опять же. И отзыв лицензии разработчиков за грубое нарушение правил конфиденциально. Ну, то есть они себя могут угробить этой договоренности, короче, даже если не понимать деталей. Так что они никогда никакие приложения, сервисы больше там не разместят, пояснил он в разговоре. Ну, не знаю, за инсайдеру. Посмотрим. Вот тот случай, когда, наверное, любопытство больше, чем каких-то моих выводов, как я и сказал. Не знаю, вы со своей стороны выручайте, если вообще поняли, о чем нам рассказали. Тут еще какое-то дополнение про Россия импортозаместит западные видеоигры. Западные видеоигры. Вот это я что-то на концовку, я просто даже как отдельную новость неохота озвучить, я просто как-то она... Вот это все уже через 5 лет, считает глава ИРИ Алексей Гориславский. Горе слушать Гориславского. Западные игры, и так не, коммунизм наступит через 20 лет, мы уже слышали, кто из Советского Союза, Гориславский, перестань кормить завтраками, ты должен говорить нам про вчера. Почему вчера они не заместили? Что значит завтра? Ты все врешь, я никогда не верю, когда мне говорят завтра что-то заместит, а вчера? Вчера почему не заместили, когда была конкуренция? Вы сейчас просто закрываете чужие и говорите, мы сделаем свои. Да не сделаете. В условиях конкуренции сделать проще. То есть физически тяжелее, потому что конкуренция, да, надо выигрывать. Но проще, потому что стимул есть, мотивация. А у вас мотивации нет, и вы все сделаете. Да кому ты чешешь, Гориславский? Нифига вы не сделаете. Потому что у вас мотивации нет. Вам денег дадут, вы их сопрете. Почему? А зачем делать-то? Да и без игр хорошо. Все забрали, детские игры заблокировали. Западные игры, также вот продолжается новость, против россиян выступают на когнитивной войне. Ой, словоблудие. Дальше что? Ты психолог, что ли? И за этого 5 лет надо учиться, еще хрен поступишь, там математику надо сдавать. Я вот, например, не пошел, я как увидел, что математику сдавать, я говорю, прости, господи, ничего себе, гуманитарный факультет. Западные игры против россиян выступают на когнитивной войне, из-за которой уже 2 поколения были воспитаны на чужих интерпретациях событий. И что? И что? Разный взгляд может... Ой, блин. В гуманитарных вузах учат тому, чтобы на одно событие иметь разные интерпретации. И это норма. Это норма. Гориславский. Что с тобой? Сначала, значит, СВО ситуация поменялась. Почему? Россияне уже перешли на отечественные сериалы и блогеров, а следующие будут игры. Ты смотри, Гориславский, чтобы они на виллы не перешли. Потому что когда они перейдут на виллы, на них перейдешь и ты. Тут вопрос, кто с какой стороны к этим виллам будет прикреплен. Вот что самое главное. Понимаешь, что есть понятие нюанс. Что у одного человека черенок от лопаты в руке, понимаешь? У одного черенок, понимаешь? И у Гориславского тоже может быть черенок. Вот в чем вопрос-то. В чем? В нюансе.
Знаешь анекдот про нюансы? Говорит Славский. Ну, значит, сядь и подумай. Увидимся.